Листая YouTube, я заметил одну очень прискорбную штуку. Контента по такой игре, как Sandisk Today, практически нет. Новичкам банально негде брать информацию на начальных этапах игры. Ведь, как я говорил ранее, актуальных гайдов по этой игре я не вижу. Вики тоже не блещет информацией. Поэтому новичкам вначале приходится ой как непросто. Хотя, раз ты открыл это видео, то ты и так знаешь, о чем я. Вот я и решил, что было бы неплохо облегчить новым игрокам жизнь. Если вам понравится это видео, продолжение не заставит себя ждать. Хотелось бы отметить тот факт, что игра постоянно обновляется и очень глобально. Поэтому будет сложно сказать, как долго данный гайд будет актуальным. Поэтому я постараюсь сделать его более обобщенным. Версия игры, на которую я все записывал, 18.0. Маленькое дополнение. На игру есть фанатский русификатор, и если вам интересно, ссылочка будет в описании. Начнем с самого начала. Нет, еще раньше. Сама игра начинается с задания параметров мира. Менять тут особо ничего не надо, но для вашего удобства стоит изменить такие параметры, как время, когда весь лут восстанавливается. Его советую поставить на 5 дней. Лут, который будет падать после смерти, ставим только рюкзак для того, чтобы после возрождения у вас было все необходимое оружие, чтобы вернуть ваш лут. Далее ничего трогать особо не стоит. Таких настроек для начала будет достаточно. Итак, запускаем мир. Вот мы появились на дороге. Что делать, куда идти, неизвестно. Первое, чем стоит заняться, так это собирательством травы. Ее нам потребуется очень много. А вместе с ней собираем камни и периодически долбим ветки. Игра заботливо дает пройти нам обучение, именно им в ближайшее время мы и займемся. Главное, не забыть подобрать с земли спальник, иначе возрождаться вы будете там, где изначально его и положили, а нам это сейчас не надо, вот прям вообще нет. Когда обучение успешно пройдено, вам стоит позаботиться о месте, где вы собираетесь жить. Есть несколько критериев, которых стоит придерживаться при выборе места. Летний биом. Это самое сбалансированное место. У вас не будет никаких проблем с едой, водой, ресурсами. А самое главное, вы не будете бороться с погодными условиями. Рядом есть город. Очень важно позаботиться о том, чтобы у вас было место, где вы сможете добывать разные полезности вещи. Если вы настроили мир по моим указаниям, то весь лут в домах будет резаться каждые 5 дней. Этого хватает, чтобы не бегать из города в город. Не строится в самих городах. По улицам часто бродит много зомби, которые будут вам постоянно мешать. Вот не надо, не лезьте. Не стоит делать свою базу уже на основе построенного игрой дома. Бывают случаи, когда торговец дает квест зачистить дом, в котором вы успешно обосновались, и при активации этого квеста все, что вы построили, пропадает. Так что если вы боитесь потерять все, что у вас есть, соблюдайте это правило. В ближайшей доступности должен быть торговец. Торговец является очень важной частью игры. Именно он будет вам давать квесты, а также у него вы сможете приобрести недостающие ресурсы или оружие. Вода. Без источника воды придется очень туго. Вы, конечно, можете находить бутылки с водой в домах, но этого будет явно недостаточно. Поэтому старайтесь находить реки, водонапорные башни, либо здания, в которых есть бассейн. Все просто. И вот, руководствуясь данными правилами, мы нашли укромное место, но строить дом нам пока что и не из чего. Но благодаря обучению мы уже обзавелись топором, которым мы аккуратно вырубим все деревья в округе. Когда материал заготовлен, вы можете приступить к стройке своей крепости. Можете дать волю своей фантазии, хотя слишком сильно увлекаться не стоит, ведь ресурсов у вас все еще мало. Когда вы построили свою замечательнейшую коробку, берете флаг в руку и несетесь лутать ближайшие дома. Самое главное, помните, что вас там ждут друзьяшки, которые захотят вас убить. Будьте осторожны. Не забывайте про время, оно наш главный враг. С 22:00 до 4:00 зомби научатся бегать, а воевать с такими уже не так уж и прикольно и весело, как было раньше. Поэтому бегом домой и не выходите, пока не почувствуете максимальную уверенность в безопасности. Ночью вы сможете заняться декором вашего дома, распределением припасов, готовкой и самое интересное, вы сможете стать самым настоящим шахтером.
Правда, пока у вас каменные топоры, далеко вы не прокопаете. Но чем же еще заниматься ночью, нежели долбить один блок камня по 2 минуты, а? Скорее всего, к этому моменту у вас уже появились очки навыков, которые неплохо было бы и распределить. Перков огромное количество, в них легко запутаться, поэтому я выделил самые полезные из них. Lucky Looter увеличивает количество лута, который вы находите. Сексуальный тираннозавр. Когда вы что-то добываете или кого-то бьете, вы тратите меньше стамины. Пак Мул позволяет носить больше вещей без перегруза. Майнер 69er. Я не знаю, как это еще и прочитать, но пусть будет так. Один из самых важных перков, который позволит нам быстрее добывать ресурсы, что, соответственно, ускорит нашу прокачку. Mother Load увеличивает количество добываемых ресурсов с камней, руды и деревьев. Healing Factor дает нам пассивный реген хп, и все. В принципе, нам больше ничего и не нужно от этого перка. Advanced Engineering – самый важный перк, благодаря которому мы научимся делать печь. А в ней мы сможем переплавлять само железо. Собственно, это были самые полезные и важные перки. Остальные можете качать на ваш вкус и цвет, все полезны и важны. А самое главное, когда играете с другом или друзьями, вы сможете распределить ваши роли на повара, садовода, инженера, медика, механика и на многие другие. Дальнейшие действия по игре будут более цикличны. Днем лутаемся, ночью занимаемся хозяйством. И так вплоть до 7-го дня. Цифра, которую вы будете бояться больше всего на свете, ибо ночью придут они, зомби. Давайте остановимся на данном моменте поподробнее. В игре существует такая интересная механика, когда раз в 7 дней к вам наведывается орда зомби. Поэтому игра так и называется. Если вы не успели подготовиться к судной ночи, у меня для вас плохие новости. А для тех, кто все же хочет выжить, перечислю несколько правил. Не встречайте волну в чистом поле. Вы обязательно должны принимать ее либо в своем доме, либо в специальном отведенном для этого здании. Заготовьте оружие и патроны. Для первых волн будет недостаточно одного лука и дубинки. Скорее всего, вас убьют. Так что заранее позаботьтесь хотя бы о пистолете или дробовике. Используйте колья. Они самое эффективное оружие против зомби. Обязательно хотя бы в один ряд окружите ими вашу базу. Они хорошо сдерживают наступление. Чем выше вы находитесь, тем больше шансов выжить. И самое главное, имейте план отступления. Иногда зомби удастся прорвать вашу оборону, и к этому моменту вам лучше быть готовыми. Этого будет достаточно, чтобы выйти из битвы победителем. Когда волна закончилась, врагов не осталось, самое время проверить припасы и наличие вкачанного перка Advanced Engineering, ибо мы будем делать печь. Она является переломным моментом, ибо теперь мы можем делать железо и, соответственно, железные инструменты. Далее выживаем по тем же принципам, что описано выше. Развивайтесь, покоряйте новые города, устраивайте геноцид зомби и многое другое.
А если вам интересно, как развиваться дальше, ставьте лайки, пишите комментарии, тогда следующий ролик не заставит себя ждать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, надеюсь, я смог вам чем-нибудь помочь. Удачи в начинаниях!